Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем красивую и очень теплую шапку. Она вяжется легко. Вы сможете связать на любой размер. Вот сделаем вот такую вот красивую ровную макушку. Здесь у нас идет шов, вот он внутри. С этой стороны у нас шва не видно. Я вязала данную шапку на размер 55-56. Здесь мы формируем макушку. Для макушки я взяла 5 сантиметров. Здесь у меня 8 петель. Далее идет у нас вот это основной узор. Здесь я брала 36 петель. Всего в длину получилось 28. В сложенном виде у нас 26 сантиметров. Если взять с отворотом, то глубина шапки 21 сантиметр. Шапку я вязала в 2 нити. Понадобится один моток пряжи Alize Mohair Classic. В 100 граммах 200 метров. Цвет данной пряжи 522. 51% акрил, 25% мохер и 24% шерсть. Также понадобится 2 моточка пряжи Пехорка детский каприз теплый. Именно обратите внимание, теплый. Здесь метраж у нас идет в 50 граммах 125 метров. 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. В мастер-классе я использовала цвет дымок 398. Также понадобится крючок номер 5, пластиковый глаз с большим ушком для того, чтобы стянуть макушку шапки, и маркеры обязательно. Можно использовать просто булавки. Оставляем кончик нити сантиметров 20 для сшивания макушки. Далее делаем петлю и провязываем. Это у меня первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем 44 воздушные петли и старайтесь их набирать более свободно. Сильно их не затягивайте. Я провязала 44 воздушные петли. Пересчитать их можно по косичкам. Вот первая воздушная петля. Далее считаем. И возле крючка вот это 44 воздушная петля. И в длину она у меня получилась приблизительно в нерастянутом виде 33 сантиметра. Будем провязывать сейчас первый ряд. Здесь у нас будет низ шапки, а где у нас кончик нити мы оставляли, это у нас будет макушка. В конце всегда делаем одну воздушную петлю. Далее провязываем со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю вводим крючок и провязываем соединительную петлю. Вытянули и протягиваем через петлю на крючке. Вот эту крайнюю петлю можно отметить маркером. Новички очень часто ее пропускают, и затем полотно начинает сужаться. Поэтому лучше всего крайние петли отмечать маркером. Далее мы провязали, это соединительный столбик. Далее делаем накид, вяжем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее снова соединительный столбик. Полустолбик с накидом. Соединительный. Полустолбик с накидом. Вот таким образом провязываем 36 петель. 36-ю петлю мы должны будем провязать последний полустолбик с накидом. И в конце у нас останется 8 петель. Провязываю в 36-ю петлю последний полустолбик с накидом.
И далее у нас остается еще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 петли провязываем соединительными столбиками. Вводим крючок и провязываем первый соединительный, второй, третий и четвертый. Старайтесь соединительные петли провязывать более свободно, сильно их не затягивайте. И когда провязываете вот здесь вот в основном узоре, тоже провязывайте их более свободно. В конце первого ряда оставляем 4 петли. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули. Вяжем второй ряд. И все последующие ряды мы будем провязывать, захватывая только заднюю стенку петли. Итак, во втором ряду провязываем сначала 4 соединительных столбика. Также вводим крючок во вторую петлю от крючка. За заднюю стенку петли провязываем первый соединительный столбик. И вот эту петлю можете также отметить маркером. Второй соединительный, третий и четвертый. Далее у нас идет основной узор. Это у нас полустолбики с накидом и соединительные столбики. Когда мы провязывали первый ряд, мы в 36-ю петлю провязывали полустолбик с накидом. Значит, когда возвращаемся, здесь также в эту петлю мы провязываем полустолбик с накидом. А где идут соединительные, над соединительными провязываем также соединительные. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. Далее соединительная петля. Снова полустолбик с накидом. Соединительная. Вот где идут у нас полустолбики с накидом. Здесь такой более выпуклый идет столбик, его даже видно. Провязываем таким образом до конца, чередуя полустолбики с накидом и соединительные столбики. И в конце я покажу, как провязать последнюю петлю. Мы начинали с соединительного столбика. Здесь также закончим соединительным столбиком. В конце второго ряда осталось провязать 2 петли. Провязываю полустолбик с накидом. И в самую последнюю, где у нас установлен маркер, соединительный столбик. Здесь мы провязываем, захватывая обе стенки петли. Заводим под обе стенки петли крючок и провязываем соединительную петлю. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем третий ряд. Так как мы закончили соединительной петлей, также начинаем с соединительной петли. Во вторую петлю от крючка, также за заднюю стенку петли, провязываем вначале соединительную, установите маркер. Далее полустолбик с накидом. Как я говорила, полустолбики с накидом вяжутся над полустолбиками с накидом, а соединительные над соединительными. Снова провязываем 36 петель. Последний будет у нас полустолбик с накидом. И здесь провяжем 4 петли, опустимся вниз и провяжем оставшиеся 4 еще петли. В третьем ряду провязываю последний полустолбик с накидом. Далее 4 соединительных столбика. Также за заднюю петлю соединительные столбики старайтесь вязать более свободно. Второй, третий и последний провязываем четвертую, также за заднюю стенку петли. И смотрите, у нас вот здесь вот есть вот такая перемычка. Сейчас мы провяжем соединительный столбик, затем введем крючок под перемычку, опустимся вниз и провяжем оставшиеся 4 петли. Соединительный столбик,
Далее вводим крючок под перемычку. Опускаемся вниз в следующую петлю. Провязываем соединительный столбик. Далее в следующую, второй, третий и четвертый. Итак, мы провязали третий ряд. У нас уже получается вот такой вот узор. Далее вяжем четвертый ряд. Также в конце всегда не забываем 1 воздушная петля. Перевернули. В четвертом ряду в начале провязываем 8 соединительных столбиков. Также со второй петли от крючка. Первый. Крайнюю отмечаем маркером. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Далее идет у нас основной узор. Начинаем здесь провязывать полустолбик с накидом. Также за заднюю стенку петли, полустолбик с накидом, соединительный столбик, полустолбик с накидом. Снова чередуем и довязываем до конца. В конце у нас самый последний будет соединительный столбик, провязанный за обе стенки петли. Я провязала четвертый ряд, и далее ряды повторяются с 1 по 4. Получается, пятый ряд, он вяжется точно так же, как и первый. Далее шестой, как второй, и так далее. Провязывайте по 4 ряда и здесь формируете макушку. Не забывайте в конце каждого ряда с этой стороны и с этой стороны делать 1 воздушную петлю. Далее соединительные столбики старайтесь вязать более свободно. Далее скажу сейчас, какой здесь получился размер. Когда мы набирали цепочку из воздушных петель, она была 33 сантиметра. И за счет того, что мы делаем здесь макушку укороченными рядами, конечно же, полотно у нас сжимается. И здесь у нас уже получилось 29 сантиметров. Еще приблизительно где-то 1 сантиметр у нас уйдет на стягивание макушки. И в конце не забывайте провязывать последние петли. Лучше всего, конечно же, устанавливать маркеры. Далее провязываем необходимую длину на обхват вашей головы. Вот таким образом у вас должно получиться. Здесь у нас идет сужение, это у нас макушка. И из-за этого полотно выглядит вот таким образом. Здесь как бы немного дугой идет. Сейчас я скажу, сколько у меня здесь получилось. Сделаю вот так вот замер. Здесь у меня 53 сантиметра. Еще осталась пряжа. Можно провязывать дальше ряды, если вам необходим больше размер. И сейчас мы будем сшивать. Здесь у нас нет лицевой или изнаночной стороны. Складываем пополам. Здесь у меня находится петля. Вот она, рабочая нить. С этой стороны мы заводим крючок под каждую петлю. Сейчас находим самую крайнюю петлю. А здесь у нас идут по краю косички. Захватываем только заднюю стенку петли. Для начала вытягиваем данную петлю. Подтянули. Далее заводим крючок в следующую петлю с этой стороны, получается уже во вторую. Здесь также находим вторую петлю. Вот первая косичка, вот она вторая. Захватываем только заднюю стенку петли, вытягиваем и провязываем соединительную петлю. Далее в следующую с этой стороны. Здесь за заднюю стенку петли и соединительную провязали.
Таким образом провязываем до конца. Старайтесь сильно не стягивать. Осталось провязать последнюю петлю. Здесь я захватываю в конце обе стенки петли. Все провязали. Далее ниточку обрезаем. Протягиваем ее через петлю на крючке, полностью вытянули, затягиваем. И кончики нити прячем под петельки. Можно взять крючок поменьше. Где макушка, продеваем нить в иглу с большим ушком. И здесь на макушке собираем вот эти вот петли. Вот их хорошо видать. Под каждую эту петлю вводим иглу и собираем их по кругу. Аккуратно стягиваем макушку. И еще раз по кругу проходимся иглой. Стянули макушку. Вот здесь мы делали соединение шапки. С этой стороны шва абсолютно не видно. Вот он идет. Выворачиваем. Вот такая вот ровная, красивая макушка получилась. И все, шапочка наша готова. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.